Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать вот такой следок. Вяжется он из стопроцентного акрила. Спицы номер 3. Украшен, значит, он жаккардом сердечко. Здесь полоска пущена и косичкой. Вот этот узор я уже показывала ранее в одном из своих видеороликов. Очень давно. Правда, там качество записи плохое, так как аппаратура у меня была слабенькая. Сегодня уже получше. Также я вам расскажу, на что обратить внимание при вязании вот этой полосы. Где можно использовать этот узор, вы, наверное, сами догадаетесь, но я вам еще расскажу. И вот такой следок получается. Для начала свяжем образец и посмотрим, сколько петель у нас в 10 сантиметрах. Вот у меня в 10 сантиметрах 20 петель. То есть в 1 сантиметре 2 петли. Берем нашу таблицу и смотрим. Значит, здесь 30 петель в 10 сантиметрах. Здесь 22 петли в 10 сантиметрах. И вот есть плотность вязания 20 петель в 10 сантиметрах. Значит, мы берем нижнюю таблицу. Я буду вязать на 37 размер. Что соответствует 23,5 сантиметров. 23,5 сантиметра. Значит, вот это вся длина подошвы. 23,5 сантиметра. А это я нарисовала примерный вид сбоку. Схематично. Значит, вот отсюда до этой точки 23 сантиметра с половиной. Далее здесь написано в круговых рядах. То есть вяжут либо на круговых спицах по кругу, либо на 4 чулочно-носочных спицах. Смотрим дальше нашу таблицу. Вот эту строчку. Число петель наборного ряда 44. Значит, вот здесь в сумме 44 петли. Или если на 4 спицы, то по 11 петель распределяется. Значит, вот на этой схеме это отмечена у нас подошва. Вот она подошва, которая переходит в пятку. Вот здесь будет у нас подошва, подошва, подошва и перейдет в пятку. Значит, эта схема, она половина вот этого манекена. То есть это 1/2 часть.
как я уже сказала, наша подошва переходит постепенно в пятку. Пятка вяжется на одной спице. Вся пятка. То есть, вот она там, еще у нее половинка, вот здесь. Вот эта часть пятки. Это 11 петель. Или равно в 1 сантиметре 2 петли. Значит, мы 11 петель делим на 2. На 2 петли. И получаем 5,5 сантиметров. Это на всю пятку, на одну спицу. А нам нужно половина пятки. Вот эта часть, половина. Значит, мы 5,5 сантиметров делим еще на 2. Получаем 2,75 сантиметра. Значит, вот эта часть, которая переходит в подошву, 2,75 сантиметров. 75 сантиметров. Так, с пяткой и подошвой мы разобрались. Поскольку эту половину, которая перед нами, мы вяжем на 2 спицах, 1 и 2. Значит, здесь будет 22 петли. Вот 1 и 2 спица. 22 петли. Что равно 11 сантиметров. Значит, вот эта вся высота — 11 сантиметров. 11 сантиметров. Не петель, а сантиметров. Именно сантиметров. Но мы вяжем эту часть и еще эту часть. Значит, та часть, 2, будет точно такая же. Значит, вот эта высота вся 11 сантиметров. Но нам нужно найти вот эту высоту. Значит, от 11 сантиметров от всей высоты отнимаем 2,75. Вот эту высоту. 2,75. Вот она подошва. И ушла в пятку. Вот эту высоту надо отнять. Значит, от 11 отнимаем 2,75 и получаем 8,25. 8,25. Значит, вот эта часть, вот это 8,25. 8,25 будет и здесь, поскольку это будет у нас треугольник. Тоже 8,25. И теперь нам осталось найти вот эту часть центральную, вот отсюда и до пяточной части. Значит, мы
от 23,5 от всей длины отнимаем 8,25, 8,25 или запятая, и отнимаем 2,75 под эту пятку, которая в подошву ушла. 2,75. И получаем 12,5 сантиметров. В принципе, ничего сложного здесь нет. Главное вникнуть. Это у нас расчет только для половины. Вот, да, для половины. И точно так же мы будем сразу вязать вторую часть. Теперь мы должны посчитать в петлях, сколько нам нужно петель набрать вот на эту часть. У нас в 1 сантиметре 2 петли, значит мы 2 петли умножаем на 12,5 и получаем 25 петель. 25 петель. Значит, вот сюда мы должны набрать 25 петель. А в высоту провязать 8,25 сантиметров. Значит, вот эти 25 петель мы набираем на одну сторону за минусом пятки, вот отсюда и до мыса. Затем добавляем одну петлю центральную. Вот мы набираем 25 петель, набрали, одну центральную добавили, и дальше нам нужно набрать еще 25 петель на вторую часть. Значит, кто вяжет со мной на 37 размер, причем спицами номер 3, набирайте 25 петель, 1 петля и еще 25 петель. То есть в общей сложности мы набираем 51 петлю. Я буду вязать нитками 100% акрил. Причем вязать буду в 2 нитки. Потому что она тоненькая и долго вязать. В 2 нитки быстрее. Это первое. Дальше. Нитки подбирайте под спицы. То есть на этикетке посмотрите, для какой нитки какие спицы, и подбирайте. Берем дополнительную нить бросовую, которую не жалко потом выкинуть. Вот эту нитку потом выкинем. Вот. И набираем обычным методом. Кто как набирает 51 петлю. Вот я набрала 51 петлю. Теперь мы эту нитку отрезаем
Вытаскиваем одну спицу. И вяжем нитью основного цвета лицевыми петлями первый ряд. Причем провязываем не 51 петлю, а только 25 петель. Вот, провязываем основным цветом 25 петель. Итак, провязала я 25 петель. Затем ставлю маркер и провязываю одну петлю, вот эту центральную, вот эту. Вот, провязали. После нее тоже ставим маркер. И дальше мы вяжем остальные петли с дополнительной нитки, и тоже их будет 25 петель. И так вяжем до конца ряда. Вот довязала я ряд до конца, значит, вот здесь у нас 25 петель, здесь у нас тоже 25 петель и одна петля вот здесь между маркерами центральная. Вот это. Поворачиваем вязанием и вяжем изнаночный ряд. Я буду вязать изнаночными классическими. Вы вяжите, как вам удобно. Итак, вяжем до конца ряда. Вяжем третий ряд. Он тоже будет лицевой. Вот здесь снимайте петлю в начале ряда и провязываете в конце, но сейчас не видно, чтобы у вас петли не перекручивались. То есть мы вяжем лицевой гладью, по лицевой стороне вяжем лицевыми петлями, по изнаночной у нас получаются изнаночные, вяжем изнаночными петлями. Итак, мы вяжем до маркера. Вот довязала я до центральной петли, вот до этой. Мы здесь оставили одну петлю, но я решила немножко изменить и оставить центральную не одну, а 3 петли. Значит, я должна маркер передвинуть вот таким образом. И решила вязать в центре 3 петли. Далее перед маркером из протяжки по лицевой стороне провязываем лицевую скрещенную петлю. До маркера маркер переснимаем, провязываем 3 лицевых,
Маркер переснимаем и с протяжки вывязываем еще одну скрещенную лицевую петлю. Мы прибавили до маркера и после маркера по одной петле. Дальше вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Вот, довязала я лицевой ряд до конца. Вот, петли заканчиваете, чтобы у вас не перекручивались. Поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. И так мы вяжем до конца ряда. Вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так, 17 петель мы провязали. Теперь берем нитку другого цвета. И провязываем одну петлю. Затем эти нитки перекручиваем. Не натягивайте, не надо их натягивать, иначе у вас рисунок потом стянет все изделие. Обычно вяжите 1, не натягиваем, 2, и эту не натягиваем, 3. 3 петли розовых провязали. Затем вяжем опять красную, перекручиваем и вяжем до маркера нитью основного цвета. Вот здесь добавляем из протяжки лицевую скрещенную, маркер снимаем. У меня вот 3 лицевых будут идти вот здесь по центру. Вы можете одну оставить, как в начале. Вот, одну только петлю. Ну, мне понравилось 3. Провязываем центральные петли или петлю. Маркер пересняли. Вывязываем лицевую скрещенную и смотрим, сколько у нас здесь в итоге петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можно было бы, конечно, вязать нитью этого цвета. Ну, я не стала рисковать, взяла просто еще вот, нитку, тоже красного цвета. И отдельно связать. 1. Перекрутили. 1. Только нитки не перепутайте.
Опять перекрутили, не натягиваем. 2. 3. Подняли красный цвет, провязали красным. Теперь мы поднимаем после красного цвета розовую нитку, провязываем. Но нам красную нитку нужно подтянуть к первой петле, вот к этой к розовой. Значит, мы должны опять перекрутить и следующую провязать. И далее вяжем до конца. Розовым цветом. Значит, последнюю кромочную провязывайте, чтоб не перекрутилась. Поворачиваем вязанием. Первую петлю снимаем. Вяжем изнаночными. Вот у нас красный цвет. Мы должны эту петлю провязать красным цветом. Перекручиваем. Нитку не натягиваем. Провязываем красным. Раз. Изнаночную. Опять перекручиваем. Провязываем 2. Опять перекручиваем. Провязываем 3. Затем розовую перекрутили и провязали розовым цветом одну петлю. Опять перекрутили, подняли красный цвет и провязали 3 петли. Раз. Перекрутили, не натягивая. Вот видите, хорошо, не натягиваем. 2. Перекрутили. 3. Еще раз перекрутили, но вяжем розовым цветом. Маркер снимаем. Центральные петли провязываем. Маркер снимаем. И дальше вяжем. И здесь мы вяжем точно так же красный, 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 розовый. Красный, красный, красный. Вяжем точно так же, как и здесь. Вяжем следующий ряд. Вяжем розовым цветом. Так, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, дошли мы до нашего рисунка. Поднимаем красный цвет. И провязываем красным цветом. Перекручиваем нитки. Не натягиваем. И еще одну дополнительную провязали красным цветом. Опять перекручиваем, поднимаем розовую нитку, провязываем лицевую, лицевую и вывязываем из протяжки лицевую скрещенную. Маркер пересняли, 3 лицевых. Маркер пересняли, из протяжки вяжем лицевую скрещенную. И здесь вяжем точно так же. Вот эту розовую будем вязать красным цветом. Раз. Значит, смотрите, чтобы нитка у вас не зацепилась другая. Перекручиваем еще раз. Перекручиваем еще. Перекручиваем красным. Перекрутили эту тоже красным. Еще красным. Еще. И еще перекрутили красным. Вот точно так же у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 9 петель красным. Опять перекручиваем, поднимаем розовую нитку и вяжем до конца. Вяжем следующий ряд, он у нас изнаночный. Петлю одну снимаем. Затем вяжем изнаночными петлями.
Вот, дошли мы до красных нитей. Перекручиваем. И над красными петлями провязываем красные петли. Но изнаночными. Вот здесь не затягивайте. То есть мы тоже провязали 9 петель. 1, 2, 3, 4 и 1, 9. Теперь поднимаем розовую нитку. И провязываем. И здесь вяжем точно так же над красными петлями, вяжем красные петли. Вяжем следующий ряд. Одну снимаем, вяжем лицевыми. Одну красную провязываем тоже розовым цветом. Затем перекручиваем, вяжем красным, перекручиваем, вторая красным, перекручиваем, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы вяжем розовым, не стянуто, до маркера. Здесь мы прибавляем скрещенную, 3 центральные провязываем, после маркера добавляем лицевую скрещенную. И этот узор, этот ряд вяжем точно так же на 2 петли меньше красным цветом. Вяжем изнаночный ряд.
Вяжем изнаночные петли. Розовую провязываем. Перекручиваем. Еще одну розовую провязываем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. 5 красных. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем розовую. И далее вяжем розовым цветом до вот до этого узора. Здесь мы тоже будем провязывать красным цветом, только 5 петель. Вяжем самостоятельно. Вяжем следующий ряд, лицевой. Розовым цветом провязываем. И еще одну красную провязываем розовым цветом. Затем поднимаем красную 1, перекручиваем 2, перекручиваем 3, перекручиваем, поднимаем розовую и провязываем розовым цветом. И далее вяжем розовым цветом. Перед маркером лицевую скрещенную, маркер сняли, 3 лицевых, маркер сняли, из протяжки провязали лицевую скрещенную и точно так же провязываем здесь 3 петли красным цветом. Вяжем изнаночный ряд. Вяжем изнаночные петли. Вот все розовые мы провязали. Теперь мы нитки перекрутим. И красную петлю провяжем розовым цветом. Опять нитки перекрутим. Одну петлю красным цветом.
Опять перекрутим. И эту петлю провяжем розовым цветом. Далее вяжем изнаночными петлями. И здесь то же самое, только одну петлю провяжем красной ниткой.